Всем привет! Пока думают, что там делать с Peugeot, ну по поводу головки там. Приехал дедушка, Citroën C5, 1.9 дизель. Это 2-литровый дизель, да, 2.0 дизель. Вот, значит, форсунки газят, он уже черно полезло. Там уже смола такая, уже серьезная. Вот, заводишь, уже пшикают. И он говорит, что уже ездит давно. Целое лето. Так что сейчас буду разбирать, смотреть, что там с колодцами. Вот, по-моему, я уже показывал там по поводу колодцев. Ну, что буду чистить вот такими шарошками. Вот такой набор. Вот, буду ими чистить колодцы, менять шайбы. Посмотрим, что там произошло. Вот, значит, сейчас покажу, как они пшикают. Ну, тут так сильно не увидишь, но они, по-моему, вот, это 100%, это начинает первая, вот, ну, а эту уже не будем оставлять, все равно нужно делать вторую. Так что будем менять сразу. Значит, смотрите, после вот этого вот, когда вот эта вот смола вылазит, да, форсунки очень тяжело достаются. Вот, я, чтобы облегчить это все дело, вот, ну и заодно и проверить. Значит, что я делаю? Я не знаю, как кто будет делать по-другому, но я делаю так. Значит, прогреваю мотор до полной температуры. Вот. Потом на заведенной машине, я отпускаю по чуть-чуть каждую форсунку. Отпускаю вот так. Машина работает, я отпускаю. И получается их, если она не сильно плотно сидит, их давлением выдавит, чуть-чуть приподнимет. И когда вы увидите, что оно начало шипеть, ну я по одной это делаю, я уже понимаю, что это вышло, все, я чуть-чуть поджал. Ну, чтобы уже потом и так по одной. И тогда я буду понимать, что они у меня уже точно выйдут. Так что могу, конечно, показать надо, да? Так, сейчас я это все дело покажу. Сейчас заведу. Вот, смотрите, я по одной отпускаю. Вот, видите, я ее чуть-чуть пошатал, и она пошла. Ее выдавило, подняло. Все, я поджимаю. Потом следующую также. Вот. Даже искры ошибутся. И так с каждым. Вот. Если где-то нет, просто пошевелить ее, постучать по ней чуть-чуть. Вот. Ну все, и после этого я уже точно знаю, что они у меня выйдут. Немножко пошевелю.
Эти разъемчики чуть-чуть его туда прижимаешь, и тогда он легко, если вперед прижмете его, вот так, и тогда он легко нажимается. Вот, если вы просто будете жать, он не хочет, а вот чуть-чуть вперед нажал и снимается. Все, отключил эти датчики, чтобы снять эту косу полностью. Вот, ее откидываем. Вот так. Так. Ну, потом снимаем скобки. Так, смотрите, из нюансов таких мелочей вроде бы, да. Вот, например, вот этот шланг, он очень-очень твердый. Если я сниму хомут этот, я его могу просто сломать. Он уже просто пересох. По идее, конечно, его нужно менять. Вот, значит, я постараюсь его не снимать. Вот этот, обратку эту. Ой, хоть, то есть сапун. Вот. И вот эти штучки доставать, немножко покручивая и тянуть. Чем-то немножечко поддевать. И аккуратно, чтобы не порвать эти резиночки. Потому что на данный момент, как сегодня, то у меня их нету. Вообще я их всегда стараюсь менять. Вот эти резиночки зелененькие. Вот это специальные резиночки. Вот, их желательно менять. Вот, и я вот так немножко покручиваю. Вот как за две, то удобно браться, да, за эту. И потихоньку я ее достаю. О, видите? Так что придется с резиночками что-то делать. Вот. От нее нить оторвалась. Видите, они тоже пересохшие. Так что что-то буду делать. Буду искать, смотреть, может у меня где-то остались. Все, ну а эту вот так аккуратно ее сюда протяну. Вот так. И все. И постараюсь эту трубу не снимать. Вот так. Вот. Ну и ее где-то сюда выведу. Куда-нибудь так положу. Вот так. И все. После этого открутим ключом на 17 эти трубки. Нужно откручивать и оттуда, и отсюда. Ну а потом уже будем убирать форсунки. Так, здесь аккуратно, чтобы не уперся, ну не упереться в этот. А то можно сломать, они хрупкие. Разъемы эти. Выбирать такое вот место, чтобы его не дотрагиваться. Все, и здесь тоже надо отпускать. Ого. Ну так, с большего ковырну чуть-чуть. Вот, трубки поснимал, зафиксировал вот этими, ну закрыл для форсунок. Ну у кого нету, там может какими-то пробочками, но лучше закрыть, потому что здесь так, с большего здесь вычистить, продуть, все, а потом только доставать форсунки. С большего вычистил, ямочки эти, пойдет. Здесь не закрывал форсунки, во-первых, у меня уже и закончились, потому что у меня две машины, я на то еще позакрывал. Ну, здесь-то можно повыдувать. Вот. Главное, чтобы в топливную рампу не попало. Вот, и трубки. Трубки тоже, кстати, продуть потом надо обязательно хорошо. Ну и здесь. Ну все, гаечки пооткручивал. Буду доставать и рогатки, приподнимать. Вот эти шайбочки подоставать конусные, а не конусные. Видите, чтобы не перепутали их местами. Надо именно конусом вниз ставить. Вот сейчас пробую, которая достанется.
руками, а потом пойду уже. Видите, она все равно скоро тоже начала. Уже здесь начал собираться уже кокс, хотя это самое чистое. Вот, но все равно уже начал собираться. Так что надо чистить колодцы. Он уже проходило уже сюда, он черное. Да, уже здесь. Тут в любом случае надо все менять. Берем головку длинную на 13 с воротком. Вот. Сильно повернуть же мы ее не сможем, потому что здесь она, видите, такая. Вот. Ну, она не повернется. По кругу она не крутится. Значит, ну расшатать мы ее сможем вот так по сторонам. И под низ чем-то поддевать. Вот так. И потихоньку она и выходит. Я ее полностью не снимал, открутил здесь. Вот здесь болтика не было, но я потом поставлю. Вот. Хотя ее можно открутить, здесь один остался. О. Все, видите, здесь даже шайба осталась там. Надо будет ее доставать. Вот что с форсункой вся. Но это которая еще не сильно прям газила. Сейчас посмотрим остальные. О, здесь аж даже расплавилась втулка эта. Ну, похоже, они еще не успели прогореть, они просто расслабились, их никто не пережимал. Да, прогара я не вижу. О, все, шайбочка там тоже осталась. Короче, вот это все дело нужно вычистить. И шайбы подоставать. Вот, смотрите, на стенках мы не почистим, ну, нечем. Так я беру вот просто тросик, вот так распушиваю его, вот, и туда. Так, вот, смотрите, сюда идеально подходит шарошка 17 на 17,5. Получается 17 этот диаметр и 17,5 вот этот. Вот, она на утолщение идет. И тогда она там не болтается, не шевелится. Значит, мажем какой-нибудь смазкой. Желательно погуще, чтобы она хорошо прилипала. Вот. Ну и все. И вставляем в колодец. Итак, без фанатизма немножко нажимаем. И проворачиваем. Покрутили. И чуть-чуть в другую сторону. Чуть-чуть. И потом опять. Вот. И получается, что у нас когда стружка остается, ну, здесь мало, но там уже почистилась. Я уже ее прочищал, сейчас я другую возьму. Короче, стружка прилипает к этой смазке, и тогда меньше попадает в цилиндр. Плотничком. Ну так вот не увидите, но она здесь есть, и грязь. Вот, а в колодце уже становится чище. Значит, 17,5
все-таки там есть ступенька, она хорошо не ложится. Вот смотрите, вот 17,5, вот там все равно, видите, только серединку почистила. Вот, и все. А вот я прошелся 17-й, видите, чистить хорошо. Видите, ни одна шайба не прогорела, ее деформировала. А он, видите, черные по такие в одну сторону и сюда есть. Будет плохо видно, но вон там видно. Значит, прогорели именно колодцы. Вот. А шайбы, вот, ни одна прям не прогорела насквозь. Вот. Они черные, но ни одна. Они немножко их повело, там, да, деформировалась, но ни одна не прогорела. А вот в головке именно алюминий где-то просекло. Так что нужно вычищать именно до плоскости. Вот. И скорее всего, что будем ставить шайбы. Родная, по-моему, идет 2,5 миллиметра. Или она 1,5, я не помню, надо померить. Ну, будем ставить толще шайбы ремонтные. Вот. Потому что уже, судя по вот этому вот, они уже здесь снимались. Вот, видите, кто-то уже бил. Вот, и скорее всего, что они чистились. Но у меня нету померить, чем в глубину, чтобы сказать, насколько. Ну, опять же, ремонтное это не, так сказать, уже, ну, наверняка. Как бы, хуже я не сделаю, это точно. Вот, так что я вычищу до ровной плоскости и поставлю ремонтные шайбы. Так, ну я не знаю, как кто делает, но я даже новые шайбы, я их отжигаю. Тогда они становятся мягче и вжимаются хорошо. И не нужно потом будет протягивать через время. Вообще желательно через время их протягивать. Сильно уже не грейте, потому что медь может капнуть и даже не заметите. Вот, прям, ну вот так вот, до такого алого цвета. Ну вот, смотрите, форсунку я почистил. Вот, значит, ну, чистил я, конечно, вот таким пневмо. Ну, у кого нету, конечно, можно этим щеткой. Ну, немножко долго, но ничего. Почистить, короче, можно. Вот. Значит, форсунка готова. Скобу тоже почистил. Вот. Обдую потом. И вот шайбочки, видите, как они облезли. Вот. Ну, все, я их потом беру так, немножко их потру. Вот. И они теперь становятся мягкие, сжимаются хорошо. Все, форсунку вставил. И вот сюда еще на шайбочку наверх. Вот смазки немножко. И туда ее. Только не перепутайте, обязательно конусом вниз. Ну и потом на гаечку. Вот сюда. И все. Вот. Ну, я ее поджимаю, но не зажимаю. Так, поджал ее, она еще двигается. Вот, когда трубочку поставлю, чуть-чуть подожму трубочки, а потом буду зажимать уже. Ну, так сделаю каждую. Все, трубочки продули. Вот, и наживляем трубочки. Трубочки продули, наживляем трубочки. Все, понаживлял трубочки. Вот видите, все пока отпущено. Вот, все шевелится. Вот. И немножко так их посильнее сейчас поджимаю.
чуть-чуть ключом, совсем немножко. Вот раз, вот здесь. Все, когда немножко уже обжали так, то тогда уже можно и здесь посильнее чуть-чуть. Вот. Ну, опять же, еще пока не до упора. Мы пока все это выравниваем дело. Ну, опять же, это делаю я так. Вот. На самом деле, как правильно, я даже и не видел никогда, и не знаю, и никаких инструкций в этом деле нету. Но я считаю, что как я делаю, то для себя я делаю точно правильно. У меня все выравнивается. Вот и все. Ну, а теперь я сейчас обожму их все. Именно форсунки. Ну, а потом уже трубочки хорошенько зажму. Ну и как бы сказать, чтобы наверняка уже возьму, потом прогрею мотор, хорошенько прогрею его, ну и дам поработать вот на температуре, и потом просто перепроверю, здесь доступно, вот, просто потом перепроверю, немножко так обожму их, и я думаю, будет все ходить. Вот. Самое главное вычистить колодцы, все повычищать, чтобы было идеально чисто. Если там будет все идеально чисто, значит все будет всегда работать. И тоже не жмите их прям до синих козявок, потому что может лопнуть именно на шляпке, на развальцовке трубки. Просто микротрещина появится и будет отсюда сочиться. Вы думаете, что слабо зажали, будете сжать сильнее. Смысла не будет. Просто нужно так, почувствовал упор, вот такой так. Все, смысла нету больше. Вот. Если конус там ровненький, хороший, для чего я это и делаю, что все выравниваю. Чтобы именно конус ложился не боком, а именно ровно в серединку. Когда он ложится именно ровненько в серединку, ничего, ну как бы жать прям конкретно там не надо. Чуть-чуть поджали и все, и достаточно. Особенно часто это делают на Мерседесах старых, где там тоненькие трубочки, вообще тонюсенькие. И вот там частенько такое происходит. Эту вальцовку раздавливают на трубке и все. Здесь она такая трубка конкретно мощная. Тут как бы раздавить ее тяжело, но все равно. Я как бы привык так делать, и все хорошо. Так что просто сейчас еще разочек проверяю все. Видите, она даже не идет. Смысл ее сжать. Забыл показать. Значит, колечки поменял. Мажу легенько смазкой. Вот. И когда ставите, не прите их там пальцем вот так вот наперекос. Просто берите с двумя пальцами. Вот так, двумя пальцами. Потихонечку придавливаем и шевелим. И оно прям само туда раз и село. И тогда вы не закусите его. Если вы будете сжать вот так вот на сторону где-то, все, однозначно сразу ниточка отваливается. И все. И кольцо закусит. А так вот так пошевелил их по сторонам. И все будет окей. Все, и когда оно до упора село, ну правильно, то скобки одеваются легко. Так, все вроде собрано. Руки помыты. Пойдем делать первый запуск. Вот. Ну а потом уже после уже обмою его немножко. И все. На этом будет все. Так, ладно, пойду я пробовать. Да, кстати,
Здесь развоздушивать не нужно. Насос стоит в баке. Просто включили пару раз зажигание и пробуем стартовать. Вот, насос загудел. Вот, включаю зажигание, насос второй раз уже загудел. Вот, еще разок. Все, насос отработал, пробую запускать. Так, ну все, получилось, что не сразу запустился там с третьего раза, потому что я с форсунок выдувал, вот, пока форсунки надавило давление. Вот. Ну, а я думаю, сейчас второй раз уже должен нормально запуститься. Ну вот, все нормально. Короче, у нас, как всегда, все хорошо, все получилось. Ставим лайки, не жалуемся на жизнь, все прекрасно. Так что у каждого она своя и нужно как-то жить. Все, всем пока.